Как-то раз я уже рассказывал о китайском поваре Ване, у которого многому научился. По ссылке в описании к этому ролику вы можете найти очень простой и понятный рецепт очень быстро замаринованных огурцов. Все, кто повторил этот рецепт, пришли в абсолютный восторг. А сегодня еще один хит от Вани. Маринованный язык. Все как обычно в китайской кухне. Красный перчик, не слишком острый. Но вот и первая хитрость. Чтобы имбирь отдал как можно больше своего аромата в маринад, раздавите его при помощи плоскости ножа. И все перекладываем в кастрюлю, где уже кипит примерно 1 литр воды. Такого количества маринада как раз хватит на 1 говяжий язык. Но если близятся праздники, я советую приготовить сразу 2 или 3 говяжьих языка. Вы будете мне благодарны. Но в этом случае все пропорции маринада следует увеличить. И воды 2 или 3 литра, и соевого соуса 2 или 3 стакана. Да и вот чеснок. Не 1 головка мелко нарубленного чеснока, а сразу 2 или 3 головки. Вот с уксусом следует быть аккуратным. Не лейте сразу весь стакан уксуса, налейте сначала половину. Попробуйте. Маринад должен получиться не просто ароматным и приятно острым, но еще и пробуждать аппетит. Вот если попробовали и рот наполнился слюной, значит, почти что все правильно. Только теперь необходимо вдвойне усилить его кислоту, его сладость и его соленость. Ведь в язык, либо любой другой продукт, который будет храниться в этом маринаде, перейдет только половина базовых вкусов. Поэтому я добавляю и уксус, и сахар, и соль. Да, очень многие люди переоценивают соленость соевого соуса. Да и кроме того, база этого маринада – вода, обычная вода. А соли должно быть столько, чтобы продукты не испортились. Да и кроме того, чтобы продукты правильно просолились. А ну-ка, попробуем еще раз. Вот теперь-то все хорошо. Однако не хватает поистине китайского аромата. Того, который способен дать бадьян, либо звездчатый анис, как называют еще эту специю. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. В принципе, можно и обойтись, но поверьте, с анисом, с бадьяном очень вкусно. На первый взгляд может показаться, что 5-6 звездочек бадьяна – это слишком много. Но ведь мы не будем пить этот маринад, вот этот компот. Мы будем есть язык, который полежит в этом маринаде. И язык должен приобрести эти восхитительные вкусы и пропитаться этими замечательными ароматами. Вот он, язык. Отваренный, уже охлажденный. Разумеется, очищенный. Если до праздника есть еще 3-4 дня, нарезать язык не надо. А если хочется попробовать язык уже сегодня, либо в крайнем случае завтра, нарежьте его ломтиками толщиной примерно в полсантиметра. Опустите его в горячий маринад, который только что кипел.
и он станет готов, как только маринад остынет. Но следует иметь в виду, что это не основное блюдо, а закуска. И если вы понимаете, что вы не съедите весь язык за один присест, то оставьте часть языка крупным куском. Пусть постоит в маринаде 2-3 дня, и он тоже просолится и приготовится, и станет, может быть, еще вкуснее скороспелого. Разумеется, после того, как маринад полностью остынет, кастрюлю вместе с языком следует убрать в холодильник. Но первые ломтики можно попробовать уже сегодня вечером. Застелите стол красивой шелковой скатертью. Выложите язык на подходящее блюдо. Украсьте его ломтиками красного перца. И непременно пробуйте язык китайскими палочками. Вспоминаем Китай и великую китайскую кухню. Приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря,
книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан Мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.